Ну что, ребятки, манга «Черный клевер» официально возвращается. Спустя долгие месяцы ожидания мы наконец-то получим новую главу. Вот только все оказалось не так радужно, как нам хотелось. Так что давайте подробнее разберем полученную информацию. Это и точную официальную дату выхода главы, сюжет, а также количество страниц самой главы, которое просто привело всех фанатов этого тайтла в шок. Ну а также напоминаю, что прочитать свою любимую мангу, манхуа вы сможете на remanga.org. Здорово, ребятки анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. Итак, давайте я не буду долго затягивать и сразу же начну с самого вкусного. Новая 369 глава Черного клевера официально выйдет в понедельник, 25 декабря 2023 года. И это не может не радовать, ведь теперь нам точно известно, сколько еще осталось ждать до выхода детища Юки Табаты. Однако, в который раз напоминаю, так как я перевожу главы по утечкам с японского языка, у меня на канале они зачастую выходят на несколько дней раньше официального релиза. Так что и в этот раз не исключено, что я выпущу 369 главу раньше, пока неизвестно, насколько рано это произойдет, может быть как обычно, а может и на неделю раньше, так как мне еще не знаком характер публикации журнала Jump Giga, но и кормить вас ложными надеждами тоже не хочется. Поэтому лучшим способом не пропустить новую главу это будет подписка на канал и прожатие колокольчика до активного состояния, так вы точно ничего не пропустите. Теперь же, что касается содержания самой главы. 369 глава Черного клевера встретит нас, судя по информации сливчиков, обложкой с иллюстрацией автора на самом журнале Jump Giga и еще двумя цветными разворотами. Само же повествование, опять-таки судя по сливам, встретит нас противостоянием Юна и Асты против Люциуса. Но есть информация, что это сражение не будет основным действием главы, а большую часть содержания займет бой паладина Аси Сильва и ее дочери Ноэль Сильва. И это вовсе не удивительно, поскольку я все еще уверен, что даже с нынешним уровнем силы главного героя пока еще не удастся победить антагониста. Да и к тому же, помимо Асты и Юна, у нас еще много других точек сражения. Однако лично я этому вовсе не расстраиваюсь, поскольку с получением себе нового фамильяра Левиафана Ноэль может показать нам много чего нового и интересного. К тому же это будет бой с ранее сильнейшей воительницей, танцующей принцессой поля битвы. И не побоюсь этого слова, данный бой должен быть легендарным, так как здесь сойдутся двое сильнейших выходца с семьи Сильва. Но опять-таки, все это было сказано сливщиками на словах, и в конечном итоге что-то может все-таки измениться. А теперь же давайте перейдем к тому, сколько же страниц будет в себе вмещать 369 глава, которая перевела в шок абсолютно всех фанатов Черного клевера, даже меня. Итак, официально 369 глава будет состоять из 28 страниц. И это при том, что сюда входят 2 цветных разворота. Пошел ты нахер, козел! Да, знаю, что вы хотите сейчас сказать, а как же обещанные 50-60 страниц, как ты говорил в прошлых видосах. Вот тут-то и заключается проблема сливов информации, потому что не всегда поданные данные сходятся с действительностью. Да и опирались они наверняка по содержанию других тайтлов, публиковавшихся в журнале Jump Giga. Однако в ту же очередь не стоит забывать, почему вообще Табата лично вызвался перейти в другой журнал, ибо все это было вызвано состоянием его здоровья. И я вообще благодарен, что автор в целом не забросил тайтл, поскольку такой длительный перерыв был взят собственно для восстановления сил и еще для возможности нормально уделить время своей семье, которая также по многочисленным источникам довольно часто в последнее время посещала больничное отделение. К тому же еще такое количество страниц может быть сделано не только из-за вынужденного отдыха, а еще и для того, чтобы закончить 35-й том, который из-за переезда с Shonen Jump так до конца и не был оформлен. Теперь давайте немного поговорим про мои личные ожидания. Если же в дальнейшем главы будут выходить также в районе 30 страниц, тогда это может быть неплохим намеком на то, что возможно клевер перейдет на ежемесячную публикацию. Это вовсе не исключено, поскольку журнал Jump Giga ранее постоянно менял свой график публикации. Да и к тому же никто не запрещает Табате, так как он сам решил выйти из еженедельной сериализации. Итак, никто ему не запрещает перейти на
например, в журнал Jump SQ с ежемесячной публикацией. И тут уже те самые примерные 30 страниц, да даже если 15-20 страниц, выглядят более приятнее, нежели одна глава раз в 3 месяца. К тому же так Табата сможет наполнить сюжет всеми историями, которые он хотел вместить в последнюю арку, судя по его обращению к фанатам. При этом это не будет сильно нагружать его здоровье. Однако для этого нужно еще дождаться полноценного выхода главы, хотя бы утечек, в которых, я надеюсь, будет указана информация касательно дальнейшей реализации. Но все равно, хоть в некоторой степени сегодняшние новости нас огорчили, вот только не стоит забывать, что этот перерыв и переезд в другой журнал был спровоцирован ухудшением здоровья самого автора, без которого история не будет закончена так, как было задумано им с самого начала. Теперь же мы хотя бы знаем точную дату выхода главы, а вы, мои зрители, должны теперь усердно следить за каналом для того, чтобы посмотреть видос и прочитать новую главу, как только я ее переведу. Ждать осталось уже совсем немного по сравнению с тем временем, что уже прошло. Ну и я надеюсь на то, что Черный Клевер все же перейдет в дальнейшем после этого перерыва на более ранний выход глав, даже если, к примеру, мы раз в месяц, грубо говоря, будем получать по 15-20 страниц. Что ж, на этом у меня все. Ждем всем силом выхода 369 главы Черного Клевера и надеемся, что у Юки Табаты все будет хорошо. И также не забывайте, что прочитать свою любимую мангу и не только вы сможете на remanga.org. А на этом ролик подходит к концу. Пишите в комментариях, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующий ролик. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью, а также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходит уведомления. Всем спасибо за ваш просмотр, мирного неба вам над головой и всем пока-пока.